Ребят, всем привет! Мы приехали в Трабзон. Василина уже не в Батуми, а в Трабзоне. Мы находимся в Турции. Сегодня 29 ноября. Завтра у меня день рождения, кстати. Мы совмещаем приятное с полезным. Мы приехали в Medical Park. Это турецкая клиника. Юля нас здесь встретила, наш партнер в Турции. И сегодня мы еще вам покажем, как мы привезли друзей на обследование. И вот Вероника, Юля вон, Юлечка наша, Вахтанг. И я пойду еще проконсультируюсь у пластического хирурга, как и обещала. Юля сейчас записывает нас на прием. И, кстати, интересная такая, не знала я такую информацию, что в Турции нет отчества. И когда регистрируешься где-нибудь, то спрашивают имя твоего отца и матери. И, допустим, Василина записывают как Василина в регистрационной карточке, дочь Натальи и Виктора. Должна была я идти первая. Юля говорит, ну надо Вахтанга продвинуть, иначе он убежит. Я его знаю. Да, у нас проблема с Вахтангом, его привезти в клинику. Каких трудов не составляет его вообще привезти в клинику, а в турецкую клинику тем более. Хотя здесь очень хорошие специалисты. Но так как Вахтанг когда-то в 2014 году попал в аварию, и у него сейчас на клинике, на все, он пролежал долго в больнице, да, там были там проблемы серьезные со здоровьем, и сейчас он, когда о клинике начинает идти разговор, или там сдать анализы, или кровь взять, у него начинает дергаться глаз, он говорит, идите сами лечитесь, я здоров, муж мне говорит, поэтому это очень сложно его привести вот в такую организацию. Вахочка, ты как? Не очень. Как капитан корабля. Корабль поплыл. Даже не верится, что уже 3 года, как я делюсь с вами на канале своей миграцией, своими взлетами, падениями, разочарованием, восхищением. За эти 3 года я успела выйти замуж за грузина. Мы открыли компанию по туризму и недвижимости. Мой муж Вахтанг занимается управлением апартаментов, а я помогаю ему с рекламой и веду социальные сети и YouTube-канал. А также мы консультируем людей по иммиграции, по всем вопросам Грузии, ВНЖ, по ПМЖ, гражданство, как открыть бизнес, зарегистрировать компанию, приобретение недвижимости. В общем, все вопросы по Грузии. И с недавнего момента мы оказываем еще такие же консультационные услуги по Турции, так как сейчас большое количество иммигрантов, кто-то приезжает через Грузию, как транзитом, и потом следует в Турцию. В Турции у нас есть люди, с которыми мы с нашими партнерами сотрудничаем, и обращайтесь к нам, мы дадим вам полную консультацию еще и по Турции, по Трабзону. В общем, все вопросы по Грузии и теперь уже по Турции, обращайтесь к нам. На нашем канале в плейлистах можете посмотреть, у нас есть там папка Турция, так как мы проживаем здесь в 15 километров от границы с Турцией, мы туда часто ездим, и наш партнер Юля, есть ролики на канале, как мы с ней познакомились, и она нас сопровождала, была переводчиком нашим, мы ездили в госпиталь, Вахтанга проверяли, поэтому сейчас мы оказываем и медицинские туры из Грузии в Турцию. То есть все анализы, все операции, все, что по медицине вас интересует, обращайтесь, мы проконсультируем. Также шопинг-туры по Трабзону, ну и вообще сопровождение по Турции. А также у нас есть гайд, это электронный путеводитель по Батуми. Но сейчас мы работаем еще над таким же гайдом по Турции, по Трабзону. Поэтому, если вы думаете о Турции или о Грузии, обращайтесь. У нас есть электронный путеводитель, полностью со всей структурированной информацией для самостоятельного изучения, со всеми телефонами, со всеми приложениями. Опять же, ссылками активными на наши разъяснительные ролики по каждой теме. В общем, мы весь свой опыт уложили в этот электронный путеводитель. Обращайтесь. В общем, кто еще не подписался на канал и интересуется Грузией и Турцией, обязательно подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И начинайте уже смотреть. С вами через
15 минут. Что вы можете? Вы можете или в закрытом кафе, или здесь побыть с Вероникой. То есть вот в этом промежутке прогуляться где-то пойти. Давайте я вам покажу быстренько, куда ему пойти, чтобы он не заблудится. Так, может быть, это... А сколько по времени он будет? Мне с ним не надо идти, да? Хотите, можете сходить. Да я, наверное, с ним пойду и с тобой. Да. Давай. Мы все будем следующее с вами, первого вахтанга. Да, чтобы вы не мерзли там, вы можете или внутри посидеть, или сюда прийти. Сейчас вот он сказал ему. Подождите, тогда сейчас я. Мустафа Бей. Bir böyle bir talih Людей var. очень много здесь. Küfrü Но mantar здесь yani. Юля сказала, Kanın что içinde. все Var mı очень böyle bir şey? оперативно, bыстro. Yani yani küfrünüyor yani mesela elma. Такие врачи, Evet. профессора. Да, нам Yani kan оплатить içinde надо. küflenme var mı? Оплатить. Vermek istiyor kan. Ребят, ну рассказываю. Мы приехали в Турцию на обследование опять. Мы уже приезжали сюда. Кто еще не знает, у нас есть ролики на канале. И здесь у нас живет Юля. Она с Минска, с Белоруссии. И уже 8 лет живет в Турции, в Трабзоне. И это наш партнер. Мы помогаем здесь людям в Турции, так что мы сейчас консультируем, кто еще не знает, не только оказываем услуги по Грузии, но еще и по Турции. Если вы планируете в Турцию, в Трабзон, ну и вообще по всей Турции можно организовать сопровождение с переводчиком. Здесь медицинское, мы сейчас проходим обследование. Я пойду сейчас к пластическому хирургу. Вахтанг сейчас гастроэнтеролога проходит. Друзья у нас тоже тут проходят, врачи Лора. Здесь очень хорошие специалисты в Турции. Профессора очень квалифицированные. Делегация. Вся за Юлей. Что там готовиться будешь? Давай рассказывай. Сейчас, У тебя петличка есть. Ответственность перед, потому что некоторые звонят, только это не ставьте, пожалуйста. Некоторые звонят, говорят: здравствуйте, я вас видела по телевизору. Да, я вас видела по телевизору. Так что... Веронику тоже узнают. Ребят, ну у нас уже традиция, мы приезжаем в Трабзон и идем в барбершоп. Вот у меня как раз этот шампунь заканчивается. А мы тогда, что по ценам? Тут дешевле, да, было? Мы покупали, Да, по-моему, кстати, да, мы его хорошо это... Шампунь и маска у меня уже почти Ежедневно заканчивается. использую, у вас драй. Или Вахтанг Бей, я поджак. Только наверху короче сделать, не как вот, а больше слишком. Покажите, пожалуйста. Вот это вот. Расскажу вам, значит, здесь есть клиника, она единственная, вообще в Турции таких клиник всего лишь 3, такого плана клиник, то есть это не сеть. В Трабзоне есть клиника, она называется Физиотем. Это как раз таки, что касается всего опорно-двигательного аппарата. Это позвоночные грыжи, это стрессы, это мигрени, это проблемы со сном. То есть настолько вот, помимо того, что реабилитологи, ревматологи очень хорошие, и еще нетрадиционная медицина. То есть лечение пиявками, баночки, вот эти все китайские иглы и так далее. Специалисты очень реально большие профессионалы. То есть здесь вообще в Турции врач для того, чтобы называть себя врачом, реально должен пройти такой путь мытарств для того, чтобы не просто зарабатывать, но и действительно помогать людям. Поэтому, сравнивая нашу медицину, все-таки нашу привычную медицину, я всегда была уверена, что наша медицина это ну, просто лучше не может быть. Пока не столкнулась вот с тем, что вижу я здесь. Вы знаете, медицина действительно в Турции очень развита. Не только потому, что здесь какие-то всегда самые современные и самое последнее оборудование, но еще и операции, которые проводятся в Турции, они ценятся врачами действительно во всем мире. То есть, что касается в Америке технологии, да, они где-то очень-очень сопоставимы, то есть очень близки, но цены, то есть даже для граждан своих, они там не могут себе позволить сделать то, что они могут приехать и позволить сделать в Турции, как иностранный гражданин, то есть сделать для своего здоровья. Поэтому ценится, и здесь врачи постоянно ездят на всякие конгрессы, на повышение квалификации, то есть на обмен опытом,
Про каждого врача отдельно всегда есть статьи, можно почитать, посмотреть и реально посмотреть отзывы, как они помогли, что едут. Ты И я вам покидаешь скажу, каталоги, а мы потом просто вот Да. так вот сложим это, посмотрим. Сделаем, интересно или нет. сделаем. Ну что, Вахтанг красавчик уже. Ваймы. Вахтанг, вас украдут. Купите этот. Я все время так запомнила, что вы хотели Охуенно купить вообще, себе мангал. Вай. Я поехала в Анкару и увидела бы за тёлкой, такие деньги не вообще задумываясь классный этот. И все помню, думаю, так, это ж вот тут мне так это запало в... Да, мы сейчас террасу делаем, мы хотим фонарики купить, знаешь, такие вот с лампочками. Красиво на террасу. Почта, что очень большой выбор. Сколько? Потому что Икея очень дорогая. Да, поняла. Что это? 250 это? 1200? Да? Пишет. Контора пишет, а мы диктуем. Tesislerdeydim Trabzonspor'da. Evet, evet biliyorum. Gelince de spora gittim şimdi geldim. İyi yaptınız. Şey soracaktım. Yani şu çocuklar da yani güzel böyle çocuklar alıyorlar maçının önünde yani futbolculara da. Bunu nasıl biz yani bir yol bulup yani şey yaparsak? Ayşe için. He şey. Они в Батуми живут. Ага. Популярный блогер в Батуми. Ее все знают. В Батуми она не может пройти. Ее там все бегут с ней сфотографироваться. Да. Сейчас Вахтангу ведут наркоз. И он ненадолго уснет. Aynanın karşısına daha şey olur. Aynanın Говорит, можно, да, возле зеркала. Şimdi nasıl bir şey istiyoruz daha çok? Sen de tarif et, tercüme ediyorsun. Мы хотим, говорит, поднять вот эту часть. Bu şekilde saç içerisinden giriş yapılacak. Это будет, говорит, здесь надрез именно прям в волосах. Kaşlarımızı Подписывайтесь на канал, шерьте, не забывайте ставить лайки. Шерьте обязательно, обязательно. Обязательно шерьте.